Сегодня 1 марта, первый день календарной весны, и природа, я вижу, решила нам об этом объявить и напомнить солнечной, красивой такой погодой, оптимистичной, я бы сказала, полной энергии, какого-то такого заряда бодрости, сил. Вот иду и кайфую. Птички поют, солнышко светит, и я заряжаюсь позитивной энергией. Ой, можно с ума сойти, что каждый день может принести. Сейчас ехала по делам, и что-то начало в машине гудеть. И не могла понять, что. Где-то там спереди под маской гудит и гудит и гудит. А потом не смогла даже вторую скорость включила и хотела перейти на третью, нажимаю на газ, а машина дергается и вообще не идет. Вообще, как будто бы такое впечатление, что чем больше нажимаю на газ, тем она вот сейчас возьмет и остановится на середине дороги. И что тут делать? Я одна в машине, вообще в этом ничего не понимаю. Ну, боженька, меня осенил, что я вспомнила, что недалеко перебрался наш знакомый мастер. Поменял свое место в мастерской, и теперь он недалеко здесь. Думаю, боже мой, чтобы только до него доехать. И доехала до него, и оказывается, что домой я бы уже не доехала вообще. Машина осталась у мастера. Вот. И такие вот дела. Теперь я иду пешком, не знаю, как теперь это целый день. Мне надо перестраивать. Но то, что я могла вообще не доехать домой, это меня так... Вот остановится машина на улице, посередине улицы, я одна женщина, и что здесь делать? Жесть. Ну что же, мастер сказал, что позвонить ему в 2 часа, и он скажет, какая ситуация. Ну, скорее всего, что сегодня он мне машину сделает. Все зависит от части, которую нужно подкупить еще и ее заменить. Хорошо, что это не слишком далеко от центра города, куда мне нужно. Конечно же, там надо было идти 15-20 минут, но все равно это не так уже и страшно. Поэтому я бегу по делам и с надеждой, что все закончится для меня сегодня благополучно. Хотя то, что я пережила, это словами не передать. Единственное радует, что погода вот так вот светит солнце, и я не такая пессимистичная, не такая депрессивная сегодня. И мне кажется, что это меня так как-то позитивно настраивает на хороший исход всего, что сегодня меня ждет. Смотрите, друзья мои, когда я вчера здесь проходила с дочкой, она обратила мое внимание и спросила меня, что это за такая странная площадка. Вот такие турники маленькие, потом побольше, повыше. Я сначала подумала, что это перекладины, на которых можно заниматься, но потом присмотрелась, какие-то такие лабиринты из этих турничков, таких низеньких, потом повыше. И, ну, первый раз вижу такую странную, как сказать, конструкцию вот этих турников. Если кто-то знает, почему это выглядит именно так, обязательно напишите мне в комментариях, потому что ну, я не смогла дочке объяснить вот это все. Смотрите, уже кустики подстрижены, газоны убраны, все на приход весны. Позвонила мастеру, сказал, что машина готова и можно ее забирать. Какой он умничка, что мне так сделал все за несколько часов. И я приехала без предварительной записи. У него были другие клиенты, другие машины. И он все-таки вошел в мое положение и сделал мне все быстренько. Я сейчас отдохну немножко и пойду забирать машину. А потом еду домой. Я там делаю очень вкусный тортик, поэтому в этом видео я вам еще выложу очень классный рецепт быстрого тортика шоколадного. Делать его
очень легко и просто, поэтому обязательно досмотрите видео до конца, и вы также научитесь делать такой классный десерт. Итак, друзья мои, начинаем. Все ингредиенты, которые нужны для этого тортика, я вам напишу в описании под видео и постараюсь также оставить здесь на экране. Берем печенье, и качество тортика зависит от того печенья, которое вы возьмете. У меня вот такое, и я его буду сейчас размельчать при помощи обычной скалки. Вот так укладываю печенье и буду его размельчать в такую мелкую крошку. И если хотите, можете использовать блендер, но я предпочитаю вот такой способ. Еще раз повторюсь, качество первого коржа тортика будет зависеть от вкуса печенья, которое вы выберете для себя. Итак, крошка готова. Приступаем к приготовлению первого коржа. Для этого нам понадобится еще сливочное масло, которое нужно будет растопить. Вот я беру 150 грамм сливочного масла и растапливаю его на маленьком огне. Масло готово, и теперь я вливаю его в крошку из печенья и очень хорошо перемешиваю. Если вам нравятся такие немножко соленоватые нотки, можно добавить немножко соли. Я не люблю, поэтому я соль не добавляю. И хорошенечко буду перемешивать до получения однородной массы, чтобы масло впиталось в крошку и получилась вот такая масса хорошая. Вот она уже готова, и сейчас приступаем к оформлению первого коржа. Берем тортовницу диаметром 22 сантиметра и начинаем оформлять первый корж. Выкладываем нашу крошку с маслом и хорошенечко ее утрамбовываем вокруг. Сначала вот так вот ложкой, а потом можно взять, например, какую-то стеклянную баночку или стакан. У меня есть вот стакан, и хорошенечко утрамбовать. Очень хорошо, чтобы была такая ровная взбитая масса. Вуаля! То есть первый корж уже готов. Теперь берем шоколад. И я также написала, сколько его нужно брать. Приблизительно 340 грамм. Я буду постепенно его растворять на водяной бане. Здесь у меня было растопленное масло. Это ничего. Я вкладываю сюда шоколад и растапливаю его, вот как видите, на водяной бане. Шоколад растопился, и мы приготавливаем следующий ингредиент. Это 30% или 33% сметана. И сейчас мы вливаем ее в наш растопленный шоколад. Хорошенько все перемешаем до получения однородной массы сметаны и шоколада. Вуаля! И теперь под конец добавляем еще около 60 грамм сливочного масла. И также доводим до однородной массы. Масло в горячем шоколаде быстренько растопится, и получится у нас крем, который нам понадобится для оформления верхнего шара нашего торта. Вот наш первый слой из печенья, который мы после приготовления отправили на 20 минут в морозилку. Я забыла вам об этом сказать. Вот теперь мы его вытащили и будем заливать наш шоколад сверху на этот слой из печенья. Хорошо бы было этот шоколад сначала остудить, но у меня уже не было времени. Но вы можете остудить и вливать уже такой более-менее комнатной температуры. И отправляем это все в холодильник на 12 часов. Вуаля!
вытащили из холодильника после 12 часов, и сверху я это все посыпала еще какао через ситечко. И теперь будем вынимать наш тортик из формы. А чтобы он хорошо нам, как сказать, вышел из формы в красивом виде, бортики можно подогреть феном для волос с каждой стороны. Ну вот посмотрите, как красиво сошла формочка. Торт просто шикарный, как из ресторанчика. Даже можно подавать на праздник и на приход гостей. Ну и время попробовать. Держи. Ну вот посмотрите, какой шикарный тортик получился. Не стыдно даже подать гостям или приготовить на какой-то праздник. Не нужно выпечки, очень все просто и зависит от того, какой вы возьмете по вкусу шоколад и также какое печенье вы выберете для приготовления этого торта. Надеюсь, что рецептик вам понравился, поэтому поддержите меня обязательно пальчиком вверх, подписывайтесь и заходите снова на мой канал.